Всем привет! В этом видео хочу показать, на каком объекте мне довелось поработать, что я там делал и что в итоге получилось. Итак, построили заправку Татнефть. Уровень площадки заправочной станции получился выше основного уровня близлежащих объектов. Моя задача была в том, чтобы сделать красивый переход между уровнями. При этом избавиться от строительного мусора, по возможности спрятав его. Я приступил к работе. Начал я, естественно, со строительного мусора. Я уложил его в основание будущего откоса. Распределил так, чтобы ничего не упирало. Затем для формирования откоса я завозил грунт и распределял его обратной лопатой. Сложность заключалась в том, что по периметру были установлены бордюры, которые нельзя было повредить. Поэтому я привозил грунт фронтальным ковшом, выгружал за бордюр. Затем распределял и выравнивал обратной лопатой. Когда грунта в основании откоса стало достаточно, я засыпал бордюры тем же самым грунтом и производил движение уже через бордюр. Привозил грунт, высыпал его как можно выше, при этом закрывая весь строительный мусор, чтобы не повредить колеса. Затем ковшом обратной лопатой производил выравнивание и формирование откоса. Я начинал планировку сверху и опускался ниже. Таким образом, из грунта я сформировал откос с ровной поверхностью. Затем привезли чернозем, и теперь я весь грунт застеливал одинаковым слоем чернозема.
По всему периметру заправки был разный уклон и высота откоса. В одном месте, где уклон был очень большой, пришлось уложить геосетку, чтобы чернозем не сползал. Замечу, что все работы по планировке откосов выполнялись только ковшом обратной лопаты. Рабочие принципиально не брали лопату в руки. Да, в общем-то, это и не требовалось. Единственное, что им пришлось сделать, так это очистить бордюр от грунта и чернозема. Кроме откосов из грунта, имелся участок, где откос нужно было сделать из щебня. Я это также выполнил ковшом обратной лопаты. Так как щебня было мало, мне приходилось экономить его. Я набирал задним ковшом в куче щебень, затем подъезжал к откосу и сверху аккуратно отсыпал уклон, а также ковшом выравнивал щебень. Сложность данной работы в том, что щебень постоянно стремился скатиться с откоса. К тому же уклон был достаточно большой. Но не спеша, аккуратно эта работа была также выполнена, без единого рабочего. Еще были и горизонтальные площадки, которые я также засыпал черноземом и распланировал ковшом обратной лопаты. На эту большую площадку ушло 3 тонна чернозема. При ее благоустройстве я также завозил чернозем на заранее выровненную поверхность. Начинал с дальнего угла. Выравнивал ковшом обратной лопаты. Затем снова завозил пару ковшей чернозема и так постепенно двигался вперед. Нижнюю часть откоса отсыпал и равнял с асфальтом. И вот так в итоге получилось. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем добра, пока.